Глупость похожа на заразную болезнь, предупреждал еще Шекспир. Поэтому важно аккуратнее выбирать окружение. Согласитесь, приятно пообщаться с умным человеком. Недалекий собеседник, наоборот, заставляет нас деградировать вместе с собой и тянет вниз. Эксперты советуют исключить подобных токсичных личностей из своего круга и взаимодействовать с ними только при острой необходимости. Психолог Владимир Климов рассказывает, по каким признакам можно вычислить глупого человека. Вот эти признаки. Отсутствие чувства юмора. Хорошее чувство юмора – обязательное качество каждого умного человека. Его отсутствие говорит не о серьезном характере, а о недалекости собеседника. Глупый человек не понимает шуток, не видит иронию и сарказм. С таким другом будет как минимум неинтересно. Невоспитанность. Глупый человек демонстративно нарушает установленные в обществе правила и гордится этим, считая себя настоящей индивидуальностью. Он будет вести себя так, как удобно только ему. Громко разговаривать в музее, есть прямо в вагоне метро, занимать в транспорте сразу 2 свободных места, когда люди вокруг стоят. Такие глупцы не замечают, что это выглядит просто отвратительно. Привлечение внимания. Глупые люди стремятся привлечь к себе внимание любой ценой. Они будут специально громко смеяться, чтобы окружающие посмотрели на них. Если прохожий случайно заденет такого человека, тот сразу начнет шумно выяснять отношения и может даже полезть в драку, только чтобы быть в центре внимания. Самолюбование. Недалекий человек не умеет строить диалог. Он не будет слушать своего собеседника. Ему не терпится, когда вы уже закончите фразу, чтобы у него появилась возможность говорить о себе. И неважно, какой до этого была тема разговора. Ему не интересно, что вы скажете. Скорее всего, он перебьет вас, чтобы поведать о своих проблемах. Если вы решите рассказать ему о своей поездке в другую страну, он тут же начнет говорить о собственном путешествии. Если вы поделитесь впечатлениями о новой работе, он снова никак это не прокомментирует и заведет разговор о том, как он сам провел этот день в офисе. Попытка превосходства. Глупые люди обожают находить недостатки у других и с наслаждением смаковать их. Например, если вы идете вместе по улице и видите человека, не соответствующего эталонам красоты, ваш спутник сразу же начнет обсуждать его. Разумеется, если у него самого нет подобного изъяна. Жидкие волосы, полные ноги, высыпание на лице. Все это станет предметом критики и насмешек глупца. Уверенность в собственной правоте. Как известно, спорить с дураком – себя не уважать. Глупый человек не воспринимает критику в свой адрес, не слышит чужих аргументов, дискуссий и считает свое мнение единственно верным, а остальные – ошибочным. Он может спорить бесконечно. Более того, если вы в конце дискуссии все же останетесь при своем мнении, он будет считать дураком вас. Глупец не сомневается в своих установках. На мой взгляд, это вершина глупости. Посмотрите на любую область науки, как менялись представления с течением времени. Что-то считалось верным, неоспоримым, а потом одно открытие переворачивало всю систему знаний. И прошлые верования за один день превращались в дремучие заблуждения. К тому же ригидное мышление, когда человек не умеет быть гибким и принимать в расчет новые знания, прямой путь к Альцгеймеру. К слову, так говорят современные исследования. Глупый человек всего боится. Постоянный поиск зоны безопасности и комфорта мешает эволюции. Любой живой ум этой эволюции находит способы либо самостоятельно договориться с собственными страхами, либо обратиться за помощью. Глупо позволять страхам дирижировать жизнью. Есть и обратная сторона медали, когда человек бросается в бой, не взвесив риски и не сопоставив их со своими силами. Сколько глупости совершено на этом кураже. Но мне этот второй тип всадников без головы все же ближе, чем ждуны, всего опасающиеся. Совершая какие-то действия, человек обретает опыт. Пусть даже негативный, но и тем не менее какая-то мудрость зарождается в нем, которая в будущем поможет ему избежать массу других ошибок. А какой опыт и мудрость у человека, который остается в 4 стенах и от скуки экспериментирует лишь с поиском лучшего телеканала? Вот такие вот 8 признаков глупых людей.
На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Благодарю вас за просмотр, обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!